Владимир Полуда. Слава, зачем из венского стула сделали табурет? Надо поизящнее. А так очень неплохо. Ну, спасибо, Владимир. Табурет, да? Да мне как-то не видится, что чего-то там не хватает в этой работе. Ее решение декоративное и допускает все, что угодно. Табурет, трехугольный стульчик или вообще отсутствие даже стула. Бывает, что движение передано, а ни на чем не сидит модель. Ну так, какая-то линия, намек даже. Этого достаточно. Как появляются такие декоративные решения, я могу ухватить какой-то цвет в пространстве вообще, экрана моего видения. Где-то там, я не знаю, на полке что-то там желтенькое стоит. Я просто ухватываюсь и продолжаю. Я не списываю буквально то, что там какой-то задний план за моделью, он совершенно другой. Может быть, серый фон. Но где-то в помещении мне что-то там блеснуло, засинило, и я использую этот цвет как активный, который присутствует в работе. Вот предлагаю так попробовать. Тогда возникает какая-то большая свобода в абстрактных решениях того же заднего плана, да и переднего тоже. Посмотрите, в модели присутствуют, в общем-то, цвета, которых, конечно же, нет. Декоративное решение. То же самое со стулом, какими-то там предметами, которые решаются таким образом, что они начинают звучать для меня. Мазафак очень интересная зарисовка в декоративном стиле. Особенно приводит в экстаз стилизация лица натурщицы с намеком на животное. Вот так вот. Великолепно, смелое решение придания характерного образа девушки. Модель видела это произведение? Какова ее реакция, если смотрела? Наверное, была в восторге. Да я уже не помню, это было прям давно. Но обычно модели, да, интересуются работами художников, но они всегда очень благодарны. Я не видел каких-то. В лучшем случае молча проходят, ничего не высказывают. Обычно высказывают радость какой-то, проявляется на лице радость у них. Вам не кажется, что живопись в современном мире, юзер какой-то GZ, постепенно становится исключительно женским занятием? Да не кажется. У души ведь нет пола. Разве можно сказать, что женская музыка? Вот сейчас пошла женская музыка звучит. Обязательно женщина сейчас играет на скрипке. Просто есть звучание. Так и здесь, музыки. Ведь же зачастую совершенно сложно определить, кто написал работу. Смотришь на работы Берты Моризо, например, импрессионистка такая была, художник. Разве ты скажешь, что это писала женщина или мужчина? Просто живопись, просто импрессионистические решения. И потом, с точки зрения вечности, вообще существование Земли, это какой-то, даже я не знаю, миллисекунда какая-то. Поэтому-то я и не могу, в общем-то, и отделить, наверное, современную живопись, сегодняшнюю, от живописи, которая была 100 лет назад. Это не так давно. Это все одно время, мне кажется. Что уж прям так сильно разделять? Зачем? Да, на моих классах большинство женщин присутствует. И у меня нет ответа, почему так, почему мужчин меньше художников. Я заметил, что и у других художников на мастер-классах тоже женщины присутствуют. Но подскажите, помощь зала требуется, почему такое явление происходит. Может быть, какие-то психологические проблемы, то есть учиться женщине проще, да, то есть просто учиться. А мужчина, это же как-то, я же все знаю, я вообще все умею, зачем мне учиться? Это прямо как-то даже унизительно. Не знаю, помощь зала прошу. На выставках встречаю действительно работы большого количества женщин, это правда. И прекрасно, замечательно. Владимир Полуда. Трудолюбие, но не слишком. В радость. Это не уголь добывать. Да, и не картошку копать. Так что не пугайте народ. Я часто говорю, что заниматься живописью – это большой труд.
Ну, я согласен с вами, Володя. Кто же без радости станет заниматься? Да это любимое дело. Лучше заниматься любимым делом, да. Много часов, унитаз часов тратить на это, но с радостью, да, я согласен. Ну, хорошо, труд. Чего его бояться, если он действительно приносит радость? Но зачем себя ограничивать, если хочется чего-то достичь, да? Ты будешь, конечно, грызть этот гранит науки и днем, и вечером, и ночью. И даже маленький результат, лучок какой-нибудь напишите, он окрыляет, и хочется написать уже, я не знаю, и помидоринку рядом, и стаканчик, и вазу. КВЗ. Капля воздуха, значит. Вячеслав, ну как обрести вдохновение? Полгода без кисти. Может, посоветуете что-то? Может, послать всех? Но есть нюанс. Живопись – это не грядки копать. О, точно. Иногда нужно думать аж 3 дня. Какие цветы собрать, или какой пейзаж выбрать, или как решить задачу. О настроении думать, да? Знаю, что скажете, пишите каждый день. Хочу, не хочу. Нет, я так не говорю, что хочу, не хочу. Только из состояния радости, из состояния желания писать. Если не хотите, лучше повременить. Посидите полгода без кистей. Пишите, но вдохновения-то нет. Алкоголь бесполезно употреблять. Не помогает. Может, все-таки связано с мозгом. Может, мало употребляете? И проблемами свободы действия. Спасибо, озвучьте ваши наработки в данном вопросе. Друзья, надо помочь капле воздуха. Ну, книжечки-то наверняка есть дома, какие-то альбомы любимых художников. Возьмите, полистайте. Достаточно одной страницы. Листанул, уже вдохновение появляется, потому что видишь, как это сделано, классно. Ну, если прям книжечек совсем нет, ну, сходите в музей, на выставку какую-нибудь хороших художников. И глядишь, просто постойте рядом. Даже были 100 раз там в этом музее. Но есть же любимые художники. Просто побыть рядом. Вот просто в присутствии. Посмотрите на картины мастеров, и вдохновение приходит тут же. Можете с собой взять блокнотик, и там же начнете чуть-чуть чекрыжить. Я другого способа не знаю. Только глядя на работы любимых художников, можно оно откуда-то сразу же берется. Вот интернет, ну, не знаю, может, кому-то интернет помогает. Интернет тоже посмотреть какие-то папки, вскрыть, которые полгода не вскрывались, посмотреть на них, чего там народ за эти полгода сделал. Ну, в соцсетях тоже нарыть что-нибудь. Это работает, вот эта насмотренность. Это как будто бы вот алкоголику поставить стакан рядом, водки налить и сказать: ты не пей, нельзя пить. Ну, он же будет работать стакан больше, чем ваши слова. Так и здесь вы будете смотреть на произведения, они будут больше работать на желание писать, чем отсутствие стакана рядом. Но это, по-моему, факт. Друзья, подтвердите, пожалуйста. Говорят, что мои курсы, уроки помогают. Если есть возможность и интерес, ну, зайдите на сайт, подберите что-нибудь. Сейчас скидка, кстати, акция идет. Увидите ее на портреты, на фигуры, на рисунки. Вот, кстати, это очень важный момент. Рисовать. Даже если, как вы говорите, я не буду заставлять, если не хочется, рисую. Нет, но посмотреть-то можно. Кто-то, дядя Слава, что-то там рисует. Дай-ка я погляжу. Может, оно и проклюнется, вдохновение это. Про арт 1148. Стиль важнее мастерства. Вот такая вот фраза, да? То есть человек, например, готовит, я не знаю, яичницу, да? Ну, в своем стиле, там, с какими-нибудь там помидорами, с луком, с жареным, все, в стиле, в своем, да? А есть, например, невкусно, потому что он в этом же стиле добавил, ну что добавил? Ну, что-нибудь несочетаемое, я не знаю, банан, например, положил в яичницу с луком и с помидорами. Ну, вряд ли это. И вы скажете, что стиль важнее мастерства? Ну, если он мастер-повар, он не добавит туда банан. Вот в творог добавит, а в молоко нет. Молоко, кстати, нет, банан.
Но не сочетаются никак. Противопоказано. Спорная фраза, между прочим, для меня. Что скажете, друзья? Стиль важнее мастерства. Например, дама любит ходить попой вилять, да? Ну, стиль такой. Бум-бум-бум. И хлобысь упала. То есть мастерства нету. Каблуки слишком длинные, например, да? И она винтанулась там, я не знаю, к музыкантам в эту, где играют на подиуме. Шла, дефиле показывала и упала на барабаны, к барабанщику, да? Ну, не справилась, не шмогла. Стиль важнее мастерства. Друзья, ни в коем случае не нажимайте кнопку «Нравится», если не нравится. Подписывайтесь на канал, если хотите подписаться. И, конечно, комментируйте, задавайте вопросы. Предлагаю вам посмотреть сегодня еще одно кино на тему, на актуальную. Называется «Живопись через силу». Ну, пока.